Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я хочу проверить метод надрезания хлеба уже после короткого времени выпечки. Обычно я хлеб надрезаю, потом пеку под колпаком 15 минут, потом снимаю колпак и допекаю еще 20-25 минут. Это обычный режим выпечки. Но многие видели такие сюжеты, где показано, что хлеб надрезают чуть-чуть, отправляют под колпак, затем вынимают, надрезают еще раз и снова отправляют под колпак. И вот сегодня у меня два хлеба совершенно одинаковых, одинакового веса, размера, одинаково расстойных. И сегодня я проверю эти два метода. Первый буду печь как обычно, с обычным надрезанием. Перекладываю на бумагу, присыпаю поверхность кунжутом. Итак, как обычно, берем лезвие и делаю продолговатый надрез. Тесто у меня влажное. Я, кстати, подробно рассказывала, как делать надрез. Оставлю ссылку в описании, посмотрите. Берем разогретую гусятницу, выкладываем в нее хлеб, накрываем корпусом гусятницы и отправляем в духовку на 15 минут. Через 15 минут нужно снять колпак. Понижаю температуру до 210 и допекаю еще примерно 20 минут. Первый хлеб у меня готов. Бумагу можно использовать еще раз и возвращаю обратно гусятницу в духовку. Снова разогрею ее до 250 градусов для второго хлеба. Приступаем ко второму хлебу. Также смачиваю руку, выкладываю на мокрую руку и опрокидываю хлеб на бумагу. И присыплю кунжутом. Берем лезвие и делаем надрез не такой глубокий. То есть мы его фактически намечаем. Вынимаю крышку от гусятницы, выкладываю, накрываю колпаком и ставлю в духовку на 5-7 минут на 250 градусов. Через 5 минут вытаскиваем хлеб, открываем его. Смотрите, как у меня подзаплыл надрез, потому что он был мелкий. И важно вот этот разрез сейчас сделать, пока у нас корочка не стабилизировалась. Надо было раньше доставать. Ну, в общем, я прорезала сейчас глубоко. Возвращаю колпак. И температура та же самая. Отправляю еще раз в духовку. Хлеб пекся у меня 10 минут. Видите, да, как он раскрылся? Неплохо. И отправляю его допекаться на 210 градусов еще примерно минут на 20, может быть 15. Испекся второй хлеб, который я разрезала в процессе выпечки. Давайте оценим разницу. Признаюсь честно, я впервые делала вот такой эксперимент, сама видела такие видео и вот впервые попробовала. По раскрытию, честно говоря, вот это мне нравится больше. Но по ширине раскрытия они, в принципе, плюс-минус близки. По высоте, ну, оцените сами, в принципе, тоже, да. Какие я вижу свои ошибки? Разрез, который я сделала, был мелкий, и он начал заплывать. Можно было что сделать? Либо разрезать поглубже, наподобие вот этого, и потом уже только подправить вот эти через 5 минут, да. Либо можно было достать чуть раньше, чтобы корочка еще не начала твердеть. То есть я 5 минут дала, наверное, через 3 минуты стоило его достать и разрезать. И еще одна ошибка. То есть у меня был вот этот вот разрез, и я второй рез провела посередине этого разреза. Видите, гребешок должен быть вот здесь на сантиметр раньше, а у меня вот этот край появился такой не очень понятный. Поэтому стоило резать прям по вот этому краю. Прям ровно, чтобы он поднялся. Вот такие я вижу мои ошибки. Для чего такой способ может быть хорош? Если вы не очень уверенно себя чувствуете, я вас уверяю, такой способ будет удобнее. Если вы не уверены, что вы хорошо, глубоко и правильно сделали надрез на хлебе, можно достать его, вот как я поняла, через 3-4 минутки и поправить что-то, да, то есть вот этот вот разрез, это не непоправимая штука, можно что-то подправить. Подправляйте четко по линии реза предыдущего, то есть не посередине, не с краю, никак, тогда будет покрасивее. Ну а в принципе и тот способы хороши, но все равно здесь текстура вот этого раскрытия мне нравится больше. Либо давайте прям 2-3 минуты вообще без разреза под колпаком доставайте и быстро, резко разрезайте. Нужен очень острый нож, либо лезвие, и нужно действовать действительно быстро, потому что тесто будет максимально нежное.
Ну вот, собственно, такой у меня сегодня эксперимент. Не без ошибок, не без огрехов. Но я делала это первый раз. И я надеюсь, я помогла вам этим экспериментом понять, как пользоваться этим способом надреза. Ставьте лайки, пишите вопросы и комментарии. Зовите друзей, пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.